Ребята, всем огромное здравствуйте! Вы попали на кухню ассорти про еду. Сегодня для вас Виталий будет готовить вкусный перец. Сегодня начну, а закончить для меня получится через некоторое время, а для вас это пролетит почти незаметно. Но в компании со мной, поэтому ставьте лайки. Вот. Про перцы. Я вижу, что у меня на канале вам зашел перец, который я приготовил. Очень хорошо вы его смотрите, хорошие отзывы. Поэтому я еще решил приготовить не один рецепт про перцы, и острые, и не очень острые. Поэтому, ребятки, оставайтесь со мной. Итак, есть очень хороший рецепт перца. Это у нас армянский перец цицак. Но мне в нем не очень нравится то, что он все-таки такой, можно сказать, древний. Древний не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, что немножечко процессы там такие, не то что закваски, а именно засолки. Получается он очень-очень соленый. Ребятки, мы и так этой соли рубаем немеренное количество, а тут еще этой соли много. Поэтому я сделаю рецепт того же самого хорошего перца. Вот этого вот цицака, этого вот такие ногти такие хорошие. Вот. Но больше сказать, квашением, ферментированием. Из этих вот всех рецептов, того, что там закваски и все остальное, это рецепт, можно сказать, будет, я его хочу вам подать самым, можно сказать, здоровым для вас и, можно сказать, самым вкусным. Вкусным, конечно, у каждого свой вкус, поэтому для вкуса приготовите и попробуйте, а мы начинаем приготовление. Так, берем перец, у меня вот такой вот длинный. Для приготовления этого перца вам подойдет любой. У меня среднеострый, вот такой вот длинный. Можете брать и вот такой вот перец, вот запросто, вот такой вот хороший. Можете брать, это сладкий, не сладкий, он такой со стринкой, но очень-очень-очень нежный. Небольшая стринка, это чуть-чуть пострее. Можно брать чили, можно брать халапеньо, можно брать кайенский перец, можно брать любой перец, который вам нравится. Просто они отличаются по вкусам, особенно взять, например, хабанеро, вы его и попробовать почти не сможете. Да еще и он такой цветочный вкус имеет, правда? Но мы из него сделаем обязательно соус. Ставьте лайки, я сделаю обалденные соусы, типа табаско, ферментированные. Вот так вот будет. Дальше, погнали. Что я делаю соусом? Вот эти вот хвостики можно обрезать вот так вот, почти вот так вот под ноль, вот так вот. О, немножко пальчик привели в порядок, чтобы вам не бросался в глаза и хейтеры не писали бы: какой палец у тебя страшный. Работа не у всех за компьютером. Так, с перцем можно обрезать. Я вообще не обрезаю, потому что мне нравится перчик достать так вот из баночки и так вот его кушать, притом брать его руками и есть. Вот. Поэтому я не буду обрезать. Вы делаете, как вы хотите. Обязательно нужно обрезать, вот видите, вот мелкая вот такая вот вещь, которая начинает портиться. Их тоже все обрезаем. Оставляем только сам красивый перец. Сейчас он у меня, видите, такой плотный. Если я его надавлю, слышите, он ломается. Для того, чтобы он был мягкий и не ломался, нужно время. День-два подержать его просто в квартире, вот так вот, чтобы полежал. И он немножко, как сказать, подвянет и станет более такой мягкий. Вот этот перец у меня какой-то, вот он есть уже, видите, вот такой он, видите, он мягче становится, потому что он как бы вялый, типа в магазине не кондиция. Вот видите, он такой был. Он уже мягче становится. Вот. Но это не принципиально. Просто очень плотнее уляжется в банке и меньше даст просадочку. Вот. Поэтому дальше. Обязательные вещи, которые мы делаем с перцем. Можно чем-то накалывать, но что делаю я? Я делаю один прорез вот такой вот в начале и делаю второй прорез на носике. Не до конца, а вот так вот примерно. Для того, чтобы
рассол, если вот эта вот часть, когда не вырезана, остается вот именно с носиком, именно рассолу трудно попасть вовнутрь, а мы ему сделаем доступ. Много очень говорю, да, но уже заканчиваем. Видео должно быть получиться, в принципе, быстрое, хотя и в процессе приготовления не очень. Вот. Дальше. Вот я сейчас пару перчиков приготовлю. Вот. Носик красивый. Здесь все красиво. Я делаю надрез и делаю в конце надрез. Сделайте длинный надрез, будете кушать и будут такие лохмотья болтаться. Поэтому это не очень красиво. Вот опять же конец и здесь надрез. Вот. Дальше подготавливаем все перцы. Насчет того, чтобы их хорошо промыть, да, конечно, вы их промойте, просушите и приступайте тогда к приготовлению. Вот. Если у вас острый перец, и вы его будете, например, не так вот такими вот целыми готовить, а будете резать на части, то если хотите сохранить именно остроту, то не промывайте, потому что большая часть все-таки остроты именно вымывается. Но я думаю, вы будете именно готовить по такому рецепту, как готовлю я. Подготавливаю весь остальной перец. Ферментировать я буду вот такой вот банке. Банка это 8 литров. Так, немножко пока я ее вот куда-нибудь так вот в сторону пока уберу. А, где она и стояла, вот здесь вот в стороне. Для чего, скажете, здесь ананас? Ананас здесь очень-очень нужен. Он сыграет очень-очень в этом деле нужную роль. Я возьму вот так вот часть ананаса. Хорошего, спелого ананаса. Вот. Разрежу его на вот такие вот пластины и уложу на низ емкости той, которой я буду именно, можно сказать, ферментировать этот перец. Для чего ананас? Он даст и очень хорошую такую пенку брожения, хорошие такие бактерии. И плюс он даст такую сладость интересную этому перцу. Останется даже запах немножечко ананаса. Короче, шикардос. Это тема обалденная. Попробуйте. Дальше. Начнем укладывать. Возьмем перчик и укладывать его надо чем плотнее. Вот так вот, можно сказать, каждый берем и по кругу вот так вот плотненько укладываем весь перчик. Вот так вот, как можно плотнее. Дальше. Уложили, например, пару рядков. Это все можно делать запросто и там в ведре каком-то или еще что-то, но здесь вам нужно будет обрубить именно подачу воздуха. Чеснок сюда обязательно пойдет, но я его просто вот так вот надрубаю, потому что ферментироваться будет он неделю, а мне надо, чтобы соки из чеснока вышли очень быстро. Поэтому, если даже вот так вот нарезочкой, тоже можно. Но давленный очень хорошо выделяются именно чесночные масла. Поэтому очень классно эта тема, когда вы просто его берете и давите, а не именно режете.
И вот так вот рядок за рядком укладываем хорошо весь перец. Вот. И еще не забываем, берем черный перец, посыпаем черным перцем с самого низу до самого верху. Ну, вот так вот рядками. Берем кардамон. Немножко его надо раздавить или приоткрыть чуть-чуть, как сказать. Вот так вот. Вот так. Вот. И добавляем его тоже вовнутрь. Я еще добавлю, у меня есть один вот такой вот. Это сушеный лайм. Он тоже обалденно придает именно вкус. Я один уже под низ положил, вот второй наверх. Ну и заканчиваю уже укладочку. Так. И наверх. Еще один. Хорошо. И этот тоже положим. Ну вот, можно оставшийся перчик досыпать. Сейчас он у нас не всплывет. Пару кардамончика. Так, чеснок весь у нас там. Дальше. Секретный ингредиент. Капуста. И далее. Для чего? Опять же, все для вкуса. И для, как бы сказать, мембраны. И для хорошего, как сказать, брожения. Очень много именно бактерий на внутренних листах капусты. Как же мы квасим капусту, правильно? Очень хорошее брожение получается, очень хорошая закваска. И нам эту закваску нужно передать для нашего перца. Вот поэтому вот я пару листиков ободрал. Они, конечно, так вот несграбненько снимаются, потому что все-таки хрустит. А мне нужно именно свежую. Вот. И ею я вот так вот в края перекрою вот так вот перец. Что хорошего, то что сверху у нас не будет плавать никакой перец. Это вот частички, не чеснок и не все остальное. Вот. Вот так вот. Вот я думаю, вот этого вот нам вполне хватит. Сейчас мы приготовим именно рассол. Чем мы будем заливать? Заливать мы будем просто водопроводной водой. Если у вас, конечно, там льется какая-нибудь там жижа рыжая из крана, то ей, конечно, не заливайте, берите бутилированную воду, но не надо кипяченую. Просто воду. Вот у меня здесь 5-литровая. Я думаю, каких я 3 литра разведу. Уйдет у меня, конечно, меньше. Но запоминаем. Для квашения мы делаем не каких-то там ложки на литр, ни 3, ни там, ни 4, ни 5, ни чтобы яйцо, не дай боже, плавало там и все остальное. Это нам такой засол и крепость, где плавает яйцо, да, нам нужно именно для продажи и для того, чтобы он долго не портился. Никто не будет заботиться о вашем здоровье. Это будет такой рассол, обалдеть. А мы будем делать вкусный, здоровый перец. Поэтому 3% соли. Это значит на литр воды или на 100 грамм 3 грамма. Правильно? На литр воды 30 грамм. Поэтому я просто беру, наливаю 3 литра и добавляю свои 90 грамм соли. Холодной. Лью холодную воду. 90 грамм. Дальше соль. Что насчет соли? Обязательно. Никаких экстра, никаких йод, никаких гималайских добавок там и все остальное. Берете чистую каменную соль. Просто вот самую, можно сказать, дешевую. Хотя дешевая, по-моему, йодированная тоже. Вот не знаю, как в России. Вот, а как-то вот по ценам. Вот просто каменная соль. Видите, крупная. Вот ей мы и солим. И вот ей мне нужно 90 грамм. Ее просто
высыпаем сюдемус и просто берете и замешиваете до полного растворения. Итак, ребятки, 3% готов. И мы им заливаем наш перчик. Так, супер. Все очень-очень хорошо. Как раз 3 литра мне полностью хватило. Так, сейчас что мы делаем? Наверх устанавливаем вот такую вот мембранку. Дальше, смотрите, сверху остаются вот эти вот перчики. Вот они. Их нужно убрать, чтобы они не покрывались, не дай бог, никакой плесенью. Вот еще один. Так, дезинфицирую я все это дело уксусом. Дальше. Соли у нас немного, поэтому очень хорошо сделать, конечно, мембрану. Если у вас есть вот именно такой сосуд, это очень удобно. Если у вас его нету, то, в принципе, можно, конечно, накрыть крышкой и в ней сделать дырочку, поставить какой-то отвод. Можно поставить, как и вино делаем, отвод именно трубочкой. Вот. Но у меня вот есть вот такая посудина. Шикарно, очень удобно. Вот. Специально для этого дела я ее покупал. Здесь сверху вот так вот отворачивается крышечка. Наверх устанавливаем вот такую вот мембранку. И наливаем водичку. Вот так вот. Все. Все, мембрана у нас создана. Сейчас что мы делаем? Это дело не надо никуда нести на холод, а мы просто оставляем дома, чтобы в теплое место. Темное, да, темное. Не на солнышко, но в теплое. Обязательно в теплое, чтобы хорошо начались процессы брожения. Итак, прошло у нас, можно сказать, 8 дней, да? Не удалось вчера снять видео. Что происходило с перцем? Он на уже 6-й день, на 6-й день он уже перестал бродить. Упал уровень жидкости немножко. Вот, пузырьки еще, конечно, остались, но такого бурного, именно бурной такой ферментации уже не происходит, и она уже остановилась. Поэтому мы можем судить, что у нас полностью ферментация закончена. Поэтому я могу открывать. Честно, я не открывал еще. При вас первый раз я ее, эту банку, открываю. Очень хороший запах. Еле-еле-еле нотки капусты и, больше сказать, такой перцевый запах. Сейчас я вытащу вот эту вот банку. Крышку, не банку. Вот, достану капустку. Она уже супер, уже шикарная. Ну и вот, какой получается у нас перчик. Запах, я вам скажу, полностью готового. Так, что я вам хочу показать дальше. Давайте я вам выберу немножко его. Вот так вот на тарелочку. Ну что, надо обязательно его попробовать на данный момент. Я думаю, да? Как он на вкус, как он по плотности. Ну что, плотная, осталась именно мякоть. Она не разрывается, вот он легко, но она не превратилась ни в какую кашу и, не дай бог, какой-нибудь там вообще вялость. Видите, вот он
на внутренней части. Вот он красивый, плотный. Вот легко надрывается. Но жесткость сама, я вам скажу, все-таки шкурки, зависит все-таки от самого перца. Немножечко присутствует, снизу поднимались запахи нашего ананаса, очень-очень-очень отдаленно. Все равно очень сильно присутствует сам запах перца. Поэтому и он все-таки запах отличается вот именно вот этого рецепта, потому что здесь минимум соли и очень хорошо проходила сама ферментация, само брожение. Отличный запах, просто так аж не передать. Он такой шикарный запах. Отличный просто. Мне очень нравится. Никаких нот посторонних, ничего плохого нету, точно, честно. Приятного аппетита. Хрупкий. Отличная хрупость такая, серьезная. Сохранилась полностью острота перца. Ни чуть-чуть она не уменьшилась от ферментации, ничего не прошло. Соли, я скажу, очень-очень-очень минимально. Сейчас вот один раз еще другого кусочка. А зимой с картошечкой жареной, да, а шашлычком, блин, ай, ух, какая красотища. Вот, чем отличается именно вот этот вот рецепт от того, который огромное количество в интернете, цицак по-армянски, там огромное количество соли. Не нужно вам такое количество соли принимать. Ну, просто не надо. Он отлично хранится и консервируется, и ферментируется именно вот в таком виде. Сейчас еще немножечко пару слов. Если у вас нету вот такой банки, вы складываете в 3-литровую, в 5-литровую баночку, в любую, которая у вас есть. И как отсечь? Отсечь можно даже такой перчаткой. Надеть перчаточку, дырочку маленькую-маленькую сделали, все будет отсекаться, и все будет супер, и брожение будет происходить просто идеально. Даже если у вас небольшая банка, можно там какой-то резиновый шарик, можно какую-то крышку придумать. И вот, что-нибудь вот такое вот, но не оставляйте ее открытую, потому что те рецепты, когда вы делаете в ведре, там все-таки огромное количество соли, а тут соли столько нету, поэтому мы получаем хороший, вкусный, душистый. Ты чувствуешь запах какой? От перца, да? Обалдеть, кажется, такой цветочный, такой хороший, такой приятный, шикарно. Дальше, как его, ребятки, хранить? Вот эту вот банку сейчас можно, опять же, придавить, вот это все дело. Вот. Можно рассола даже слить, в этом рассоле можно еще что-то. Вот, капустка же сама. Вы понимаете, что вот эта вот капустка, можно ее и больше ложить. Не обязательно столько вот, сколько я положил. Она пойдет у вас просто шикарно на закуску. Ну, это вообще бомба. Конечно, вариацию можно сделать, и я думаю, вы в комментариях напишите еще огромное количество, с чем туда можно чего добавить. Конечно, можно и с яблоками. Вот, это у меня там внизу еще ананасик. И капустка переняла очень шикарно запах именно ананаса. Вкус такой сладости немножечко присутствует здесь, хотя у нас совсем нету здесь сахара. А сахар, вот это вот маленькая-маленькая доля от ананаса. Можно немножечко больше добавить его, и будет супер. Не надо никакого сахара. Дальше берем баночку и укладываем перец вот в банку. Сейчас я вот еще отсюда вот возьму. Вот так. Чистую. Лучше, конечно, стерилизованную или хорошо помытую, потому что нам не нужно заново процесса брожения. Нам уже этого хватает, что у нас произошло, поэтому опять стимулировать бактерии нам совсем не нужно. Ну вот, например, до такого вот уровня, смотрите. Конечно, вы
наполняйте полную. Просто, если вы хотите закатать, вам этот рассол, вот этот вот рассол, вам его нужно, у меня здесь попал, ну ничего страшного даже, вам сюда нужно этот рассол заливать уже кипяченым. Его нужно прокипятить. Его можно также остановить еще уксусом, хотя я эти все способы совсем не рекомендую. Просто вы вот так вот доливаете до верха рассолом и сверху устанавливаем мембрану. Ноу-хау, не знаю, кто-нибудь делал это или не делал. Вы берете простую крышку, такую, совсем не важно. Отрезаете вот эти вот усики, вот как вот здесь. Видите? Вот нет вот этой шапочки. И разрезаете вот так вот ровно до половины. Вот так, прорезь. Видно? Дальше. Берем эту крышечку, и она удобно влазит, видите, в любую банку. И смотрите, что происходит. Она шикарно просто прижимает любой продукт. Вот в этой банке, да, и в этой банке даже хорошо держится. Если у вас есть литровые банки, они немножечко поуже, чем вот эти вот с закрутками. И потому что банки у меня все заняты. Те, кто с простой крышкой, которую нужно закатывать, а не с закруткой. Вот. Там вот эти крышки просто идеально встают, и вы потом сверху закрываете и убираете ее в холодильничек. А вот эту большую банку можете держать в погребе. А вот с этой вот будете просто по чуть-чуть доставать перчик и кушать, и кушать, и кушать. Просто вы берете, достаете вот эту вот крышечку отсюда, выбираете, сколько вам нужно перчика, 1, 2, 3, положили на тарелочку, покушали. Опять берете эту крышечку, вставляете, она в литровой банке, ну просто шикарно, она так аж прессуется, входит, вы попробуете, вы будете пользоваться этим и благодарить меня за то, что я вам это показал, просто шикарно. Можно также грибы, можно любые соленья, засолы держать вот так вот крышкой. Вот. И вот такую банку удобно держать в холодильнике, правильно? Не вот эту вот бомбу огромную. Но можете разложить полностью по таким баночкам и закрыть крышками, поставить в холодильник. Уже все, процессы остановились в холодильнике, они происходить не будут. Но не закруткой. Все-таки мало ли что, вдруг чуть-чуть закипит, она просто у вас взорвется. Нет, этого не делайте. Или кипятите, или добавляете уксус, или делайте по-моему. Поставили крышечку, закрыли наверх пластмассовой крышкой и убрали его в холодильник. Все, супер, у вас все стоит и не портится, и вы получаете очень шикарную закуску на праздник. Комментируйте, подписывайтесь, не знаю, ставьте лайки, дизлайки. Пишите, что вы об этом всем думаете. Я вам еще подготовлю еще разных рецептов ферментации, разного квашения, многих разных других интересных продуктов. Обязательно сделаю острый перец. Из острого перца сделаем не 1, не 2, не 3, а так добрую такую кучку соусов. Таких острых, ферментированных соусов. Те, что вы покупаете в магазине и платите за них офигенные бабки, мы сделаем сами на своей кухне. Так что, ребятки, вкусного вам настроения, здоровья много, мира, счастья, любви. Пока, до новых встреч. Это духи, а не перец. Ждем вкуснятину. Это уже... Батарейки сели.